Всем привет! С вами Mailstorm, и сегодня я хотел бы рассказать вам о Dream League, начиная с самых ранних истоков данной серии турниров и заканчивая современной, новейшей ее историей. Говоря о таком явлении, как Dream League, старожилы киберспорта вспомнят о созвучном с ней DreamHack. И не зря, ведь именно с данного ивента все и началось. История DreamHack уходит корнями в далекие 90-е годы. В небольшом шведском городке Малунг группа одноклассников любила устраивать посиделки в школьном подвале. Но только не те, о которых вы могли подумать. Ребята собирались со своими компьютерами и весело проводили время. Можно сказать, это был некий аналог стримхата без стрима или, может быть, современного буткемпа. И так на этих мероприятиях было весело, что желающих поучаствовать становилось все больше, и подвал их вмещать перестал. Тогда организаторы этой тусы Кенни Эклунд и Мартин Оджас арендовали школьную столовую, куда пригласили всех желающих провести время за железным другом. Причем, по информации, которую мне удалось найти, участники не только играли, но и занимались программированием, да и вообще чем угодно. Это был популярный в то время формат LAN-пати, который не подразумевал какой-то конкретной программы, а своей целью ставил лишь собрать друзей вместе с компами и круто провести время. Забегая вперед, скажу, что и в будущем киберспортивные соревнования станут лишь одним из нескольких направлений DreamHack, таких как концерты, выставки, награждения премиями и даже так называемые Digital Art Competitions, включавшие в себя состязания по 3D-моделированию, рисованию и многому другому. Но вернемся к нашей истории. Спустя 3 года, в 97-м, мероприятие, прошедшее на арене Куполан в Бурлинге, получило статус крупнейшей лан-вечеринки в стране и третий по размаху в Скандинавии. Тогда и было придумано легендарное название DreamHack. Однако растущая популярность компьютерных игр и киберспорта в частности вновь не дала существовать фестивалю спокойно, наращивая объемы участников. Нужна была площадка, способная вместить всю новую аудиторию. Так DreamHack обрел дом на долгие годы. Им стал Elmia Center в Йончопинге, который принимает у себя любителей компьютерных игр с 2001 года по сей день. Но стоило определиться с местом, как голод геймеров и прогеймеров снова дал о себе знать. Поэтому уже в 2002 было принято решение проводить фестиваль дважды в году. В июне DreamHack Summer и в последние выходные ноября DreamHack Winter. Зимний фестиваль традиционно был крупнее и постоянно бил рекорды. Так, в 2006 он насчитывал 8531 компьютер и 9184 участника. В 2007 11060 человек с 10554 компьютерами. А 2013 год стал рекордным и до сих пор внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная LAN-пати, насчитывающая 22 810 человек. Так что, как видите, DreamHack несколько отличается от привычных нам ивентов. Безусловно, на более поздних были и зрители, и комментаторы, но прежде всего это было мероприятие для игроков, причем организаторы далеко не всем предоставляли компьютеры, их большинство геймеров привозило с собой. Пятизвездочные отели или хотя бы мотели? Забудьте, отдыхали участники в привезенных спальниках, для этого даже была выделена специальная зона. В общем, скажи комфорту нет, драйву да. Естественно, такое массовое мероприятие не могло проходить без большого количества волонтеров и обеспечения порядка со стороны местных служб и полиции. В общем, была куча сложностей, но вот знаете, с чем я проблем не припомню? С интернетом. В 2000-е хороший интернет на турнирах был далеко не всегда, но DreamHack умудрялся объединять тысячи геймеров под одной крышей, не имея проблем с коннектом к сети. Эта тема так будоражила умы участников, что они даже брали интервью у инженеров, чтобы понять, как все устроено. Да и киберспортивные журналисты тех времен были поражены отсутствием лагов и небольшим временем заливки видео. А все это благодаря каким-то абсолютно нереальным мощностям. Организаторы не просто обеспечивали хорошее соединение, но и били все возможные рекорды по пропускной способности, что в свою очередь показывало: DreamHack знают, что интернет — это воздух для киберспорта.
Тем не менее, с трансляциями дела обстояли плачевно. Это сегодня студия Paragon показывает для вас все матчи Dream League на русском языке в 1080p. В былые времена найти трансляцию нужных матчей на нужном языке было невозможно, потому что ее просто не было. Да и на английском показывали далеко не все, что хотелось посмотреть. К примеру, за играми братка, одного из ведущих старкрафтеров в те годы, я наблюдал исключительно по его ФП-трансляции вот в таком качестве. Комментировал это все варкрафтер Майкер. Похожая история была и с Квейком, а также со многими другими дисциплинами. В общем, зрителям тогда приходилось попотеть в поиске контента. И все же для того времени это были очень крупные как по размаху, так и по призовым соревнованиям. И пропускать их не хотел ни один геймер. Пока ВЦГ загибался и тонул в коммерческих дисциплинах, DreamHack становился одной из самых популярных площадок, являясь к тому же, если можно так сказать, народным фестивалем. Чему удивляться? То была, если уже не мезозойская эра киберспорта, то в лучшем случае ее каменный век. Однако, с такими темпами развития индустрии все быстро изменилось. С ростом сферы киберспорта увеличивались ее мощности и возможности. Но еще в 2007-м DreamHack организовывала не просто группа студентов, а полноценная компания DreamHack AB. И даже тогда, помимо летнего и зимнего фестивалей, был проведен DreamHack в Шилифтео, собравший несколько сотен человек. Так что удивляться тому, что фестиваль выбрался за пределы Швеции, не приходится. Одними из первых стран, принявших у себя DreamHack, стали Румыния и Испания. Так, в 2012 году состоялись ивенты в Бухаресте и Валенсии. Примерно в то же время организация заключила партнерство с ESL MLG. Оно должно было помочь развивать киберспортивную сцену, но, как мне кажется, главной его целью было составление календаря мероприятий, которые бы не мешали друг другу. В 2013-м DreamHack AB стала корпорацией, а в 2015 году шведский медиагигант Modern Time Group приобрел DreamHack за 244 миллиона шведских крон. И понеслась. Тур, Севилья, Роттердам, Рио-де-Жанейро, Мумбаи, Мальму, Мадрид, Лондон, Лейпциг, Лас-Вегас, Денвер, Даллас, Остин, Анахайм в придачу к традиционным летнему и зимнему фестивалям, многие из которых являлись центральными в игровом году для ряда дисциплин. В 2020-м MTG анонсировала слияние ESL, которым также владела и DreamHack, что позволило обеим структурам еще лучше контролировать календарь, а также использовать объединенные мощности для создания еще более крутых турниров. А вот уже в 2022 году эта объединенная структура стала частью Savvy Gaming Group в рамках сделки, в которой SGG приобрела также Faceit, чем и начала новую главу в истории не только DreamHack'а, но и киберспорта. В этом году 12 фестивалей DreamHack пройдут в 9 городах и насчитывают 7 стран проведения. Однако сегодня, говоря о фестивале, мы уже не проводим прямую параллель с киберспортом, так как он несколько отделился и занял свою нишу. Нет, на ДХ все еще проходят некоторые соревнования, и даже очень крупные. Но если раньше существование подобных турниров без фестивалей не представлялось возможным, то сегодня это две отдельные, хотя все еще имеющие много общего, ветви. Ребята, подписывайтесь на телегу, там очень много интересного контента. Мои мысли, подкасты, забавные ситуации из киберспорта, аналитика и многое другое. А для тех, кому и этого мало, есть Boosty. Ссылки в описании. Dota на DreamHack'е была представлена еще с 2006 года. На ваших экранах запись финала зимнего турнира. Играют Мим с Лодой, Аки и Майлком в составе против команды FC. Дам секундочку передохнуть тем, кому свело олдскулы. Dota 2 плавно и органично сменила свою прародительницу. Турниры были очень яркими и значимыми. На всю жизнь болельщикам запомнится летний ДХ 2012 года, когда непобедимые Нави уступили MTW. За последних тогда выступал Сеп. Первая карта закончилась победой рожденных побеждать. Однако по причине плотного расписания и кучи дисциплин она игралась не на сцене.
После этого командам предстояло пересесть в зал и играть до победного. Смайл и Хвост тогда дали памятное интервью со словами, что сейчас быстренько победят и дело, мол, в шляпе. Натус Винсер по тем временам была непобедимой командой, по крайней мере на Западе, и смотрелась невероятно мощно. Да и на турнире они обыграли всех за 20 минут. Только вот на сцене рожденных побеждать ждал сюрприз. Во время второй карты у них вырубились все 5 компов. А так как сейвов, как и сейчас, тогда не было, пришлось переигрывать карту с нуля. Только вот их задумки уже были спалены. MTW взяли вторую, а затем спушили Медведем и Тинкером в третий. Так DreamHack стал одним из первых проигранных тогдашними чемпионами мира турниров. Следующий ивент, состоявшийся зимой, подарил еще одну сенсацию, а именно коллектив No Tidehunter, впоследствии кикнувший Envy и ставший Alliance, а затем выигравший The International. Невозможно забыть невероятный мув Бульдога с отдачей на Рошане, когда Хендрик специально умер в Рошпите. ЕГЭ решили, что NTH хотят забрать Аегу до крипов, пошли в атаку и попали в ловушку. По тем временам само решение идти в пит было нередким, и будущий Альянс часто к нему прибегали. Настолько, что все уже знали об этом, поэтому подобная засада была воистину гениальным решением. А еще на том турнире запомнился вот этот легендарный момент от Фира в матче против Нави, которые на тот момент утратили статус непобедимых и испытывали явные трудности. В общем, Dota 2 на DreamHack присутствовала практически со своего появления. В стародавние времена ничего кроме так называемой BYOC квалификации не существовало, но со временем система претерпела изменения. Разберем их на примере DreamHack Winter 2012. Часть коллективов получила инвайт, Fnatic выиграли квоту в Валенсии, еще 3 команды прошли через открытую квалу и лишь 2 коллектива через BYOC. Кстати, BYOC расшифровывается как Bring Your Own Computer, принеси свой компьютер, ну об этом я вам уже рассказывал. Как видите, даже после пришествия Доты от Valve подобный вид квалы не отвалился, а в других дисциплинах вообще имел огромное значение. Но голод дотеров рос, и им перестало хватать 2 лан-финалов на фестивалях. Любители киберспорта требовали больше турниров. Вот тут к организаторам и пришла идея Dream League. Новый формат позволял привлекать сильные команды, а также радовать зрителя кучей контента. Сперва проводились онлайн-отборочные, после чего лучшие пятерки решали судьбу титула чемпиона на летнем или зимнем фестивале в Йончопинге. Дебютный сезон, без номера, но с припиской «Киков», состоялся на зимнем ДХ 2013 года, после чего прошло еще 7 Dream League. Их формат немного различался, но смысл оставался един. Онлайн-отборы, финал на фестивале. Система проведения менялась весьма хаотично, от сложных многоступенчатых лиг с несколькими стадиями плей-инов до простой, в которой есть группа и лан-часть. Какой-то закономерности в этих изменениях не было, так как по сути Dream League была коммерческим турниром и могла делать все, что хочет. Почти все финалы были сыграны в Йончопинге, кроме 5-го сезона, проходившего в Стокгольме, и 7-го, который перемахнул за океан в Атланту. Так продолжалось до Dream League номер 8, когда Valve объявили новую систему мейджоров. В ней разработчик не проводил турниры сам, как в 15-16 годах, а отдавал их турнирным операторам. Поэтому 8-й сезон Dream League стал мажором со стандартным на тот момент призовым фондом в $1 миллион. И если сейчас мы говорим о том, что DPC несовершенно, то напомню, как было тогда. Количество слотов определялось самим организатором, и поэтому на мажоре играло 4 команды из сборного европейского региона и по одной из остальных. Тот сезон стал последним прошедшим в рамках фестиваля DreamHack. Так пути лан-пати и большой доты разошлись. 9 и 10 сезоны удостоились лишь звания миноров, а вот 11 снова был большим турниром в системе Valve. Но все они были самостоятельными ивентами, отдельными от DreamHack, проходили в студии или на стадионе сами по себе. 12-я Dream League расположилась в Роттердаме и не вошла в DPC-систему. А вот 13-я, которая проходила в Лейпциге, снова получила заветный статус мажора.
Однако вслед за этим Valve анонсировали очередное обновление DPC-системы, которое теперь включало в себя онлайн-лиги, и доверили Dream League проведение сезона в Западной Европе. По завершению игрового и календарного 2022 года стало известно, что Dream League не станет проводить мейджоры и лиги в новом сезоне. Казалось, турнир ушел на отпуск, но судьба приготовила ему несколько иное будущее. Как вы помните, ESL и DreamHack провели слияние в 2020 году, а позже стали частью Savvy Gaming Group. И все это вылилось в один из самых громких анонсов в истории Dota 2. 13 марта 2023 года ESL представила мощную систему турниров, способную пусть не заменить DPC, но стать с ней в один ряд. ESL Pro Tour. Давайте рассмотрим ее поподробнее. Всего система насчитывает 3 турнира. Среди них 19 и 20 сезон Dream League. В этот раз они вновь стали онлайн-турнирами с небывалым для нелановых ивентов призовым в $1 миллион. Инвайты на эти сезоны раздаются согласно рейтингу ESL и насчитывают 5 команд из Западной Европы, 2 из Восточной, 3 из Северной Америки и еще по 2 из Южной Америки, Китая и Юго-Восточной Азии. Правда, как оказалось позже, у Северной Америки одну квоту все же отняли. Но самым важным в Про-туре является 3-й турнир Riyadh Masters, который пройдет с 19 по 30 июля в рамках фестиваля Gamerside. Его призовой фонд $15 миллионов. На заключительном соревновании EPT примут участие 20 команд, 3 из которых получат квоты на 19 и 20 сезоне Dream League. Одну из них уже забрали Gaming Gladiators. В зависимости от результата гладиаторов в 20 сезоне, еще 5 или 6 команд будут приглашены в групповую стадию по совокупному выступлению на Dream League'ах этого года. 11 лучших коллективов рейтинга EPT также поедут в Риад, но должны будут пройти плей-ин стадию. А 12-й командой этой стадии станет победитель квалификации среди команд Северной Африки и Среднего Востока. И все это внезапно делает вышеупомянутый рейтинг практически равным по значимости с DPC, так как именно от него теперь зависит инвайт на единственный турнир, сопоставимый по призовым с TI. Все вернулось на круги своя. Dream League вновь является своеобразным отборочным на LAN-турнир, который будет сыгран в рамках геймерского фестиваля. Только масштаб всего этого действа вырос эдак раз в 10, а то и больше. На этой эфирической ноте мы с вами догнали историю данного замечательного ивента. Остается только посмотреть в будущее. Вряд ли можно уместить всю десятилетнюю историю Dream League в один емкий рассказ. А тем более в него не поместится более чем 30-летняя история DreamHack'а. К примеру, в этом видео мы почти не затронули CS. А ведь именно DreamHack стал первым мейджором в истории CSGO. Но уверен, что новичкам киберспорта было интересно узнать эту информацию. А для старичков она станет очень неплохим поводом поностальгировать. Отдельно хотелось бы поблагодарить студию Paragon Events за их нереальную поддержку, без которой создание этого ролика было бы невозможно. С вами был Maelstrom, спасибо за внимание.